Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в нашем видео о колесе жизненного баланса я вам расскажу о кризисах. Зачем кризисы существуют, какова их миссия, как мы должны реагировать на кризисы, что в кризисах плохого или хорошего, и как колесо жизненного баланса помогает вам правильно идентифицировать кризисы, справляться с ними, исходя из ваших возможностей, и это для вас будет очень полезно. Устраивайтесь поудобнее, пересылайте это видео друзьям, знакомым. Если вам что-то интересно, пишите в комментариях. Мы с удовольствием на ваши комментарии ответим или выпустим новое видео. Итак, что такое кризисы и зачем они нужны в колесе жизненного баланса? Колесо жизненного баланса представляет собой 8 сфер, и эти сферы начинаются с сферы отношения и семья. Далее идет друзья, здоровье и спорт, личностный рост, деньги, карьера и бизнес, духовный рост и творчество, яркость жизни. И именно в такой последовательности нужно рассматривать кризисы или разбирать. Почему? Потому что если кризис приходит один, вы с ним легко справляетесь, даже без помощи нашего видео. Если кризисы в вашей жизни происходят одновременно, вам нужно выбрать приоритет, с каким кризисом справляться в первую очередь, или как кризисы между собой взаимосвязаны. Итак, кризис в сфере семья и отношения играет очень большую роль. Если мы рассмотрим оценку вашего состояния, для тех, кто смотрел видео, я повторюсь, а для тех, кто видит это видео первый раз, я вкратце расскажу. Наше состояние в любой сфере оценивается по шкале от 0 до 10. 10 – это самое классное состояние. Вы гордитесь этим состоянием, вы с энтузиазмом можете рассказать о том, как вам прекрасно в этом состоянии. В точке 0 вы не совсем довольны этим состоянием. Состояние нестабильное, оно отнимает много времени, сил, и оно вас не вдохновляет. Для того, чтобы не путаться, мы рекомендуем вам все ваши состояния делить на 3 группы. 0,4 – это состояние нестабильное, требуется решение, у вас много сомнений, вы не можете принимать решения, ждете подходящего случая, ждете подходящей информации, готовы принять совет со стороны, но решение принимать вам, и в зависимости от того, в каком состоянии вы примете решение, зависит его дальнейшая реализация. Ваше состояние от 4 до 8 оценивается как стабильное. В этом состоянии вы можете легко отдыхать, реабилитироваться, принимать взвешенные решения, просчитывать свои долгосрочные планы. И в этом состоянии у вас доверие к партнеру самое-самое большое. Вы можете доверить как большие тайны, как маленькие тайны, поделиться своими сомнениями, страхами, переживаниями и при этом чувствовать себя совершенно комфортно. В состоянии 0,4 вы, скорее всего, не будете делиться с партнером своими планами на будущее, потому что вы будете испытывать подсознательный страх о том, как это будет воспринято. Вы не уверены в том, что это тот человек, которому стоит доверить какие-то свои близкие, интимные планы. Вы не делитесь своими переживаниями, потому что не знаете, как поведет себя партнер, и далее все катится по наклонным. Итак, кризис в сфере семья и отношения имеет свою миссию. На уровне 0,4 кризис заставляет вас принимать решения, любые решения. То есть если вы длительное время не принимали каких-то совместных решений или вы не знаете, как поступить, кризис вас толкает в сторону принятия любого решения. Чаще всего это решение спонтанное, без учета долгосрочной перспективы, то есть ближайший период это как бы для вас хорошее решение, но в дальнейшей перспективе оно очень-очень плохое и приносит, скажем так, условно временное облегчение сейчас, но большие трудности в будущем. Кризис в сфере 4-8, когда вы оцените свое состояние 4-8, вам просто необходимо выбрать приоритеты. Приоритеты вы в сфере семьи и отношения можете выбрать совместно. Например, давай сделаем сейчас по-твоему, потом, допустим, в следующем месяце сделаем по-моему. Или вы принимаете совместное решение. Но всегда это выбор приоритетов. Вы просчитываете варианты своего решения, что оно вам дает, что вы теряете, от чего вы отказываетесь, но это решение принимается без чувства внутреннего беспокойства, а кризис заставляет вас мобилизоваться ради того, чтобы выполнить задуманное. Кризис в сфере 8-9
8-10, на уровне 8-10 в сфере семья и отношения, это проверка ваших возможностей. То есть вы в этом кризисе должны вырасти, у вас должна вырасти взаимная любовь друг к другу, понимание ценностей вашего любимого человека, и именно кризис на уровне 8-10, он помогает найти вам единомышленников, потому что единомышленники в кризисной ситуации проявляются очень быстро, именно теми качествами, которыми они реально обладают, и там нет какой-то натянутости отношений, вы сразу чувствуете, что это ваш человек, который разделяет ваши взгляды, ваше видение, как эта ситуация может решиться, и это в дальнейшем помогает идти по жизни вместе как нормальные, настоящие друзья. Итак, кризисы в сфере друзья и окружение. Самая интересная тема. Вы в Ютубе очень много можете найти различных историй, как вот неожиданно выпала какая-то ситуация или возникло что-то, что вы не предвидели, и вот здесь вот проявляются ваши друзья, знакомые, родственники, именно система их ценностей. Вам очень много становится понятно, и вы понимаете, что, наверное, этих людей нужно как-то ранжировать, группировать, сегментировать с тем, чтобы понять, вот с этой группой людей я хочу больше общаться, с этими людьми готов общаться, когда им нужна помощь, а такое тоже возможно. Вот. А с этими людьми я буду стараться держаться на расстоянии, потому что мы находимся в разных ценностных ориентирах, и не ваша миссия навязывать им ценностные ориентиры, нужно подождать, пока они как бы вырастут в своем знании мира. Итак, кризис в сфере друзья и окружения. Давайте еще раз пройдемся по состоянию. 0,4. Ваше общение с друзьями, родственниками представляет какой-то небольшой хаос. Встречи инициируются родственниками, друзьями, знакомыми. Они спонтанны. Они совершенно не вписываются в ваши планы. И вы можете смело отнести эти взаимоотношения на уровень 0,4, если вас просто вовлекают в эти планы и пренебрегают вашими приоритетами и тем, что у вас задумано. Почему так происходит? Это происходит потому, что люди, там, родственники, друзья, окружение считают нужным вас привлечь, не спрашивая ваше мнение, не спрашивая ваше согласие, потому что им так захотелось. Почему это так происходит? Потому что у вас есть сомнение сказать «нет» или согласиться. Скорее всего, вам проще согласиться с их мнением, вместе провести время, потом сожалеть о том, что это время потеряно, потому что это не ваша среда, не ваши ценности, и вообще это не то, что вы как бы хотели. В сфере 4-8 друзья и окружение учитывают ваши интересы, вы что-то планируете заблаговременно, вам легко реализовывать, пускай какие-то совместные вещи. Вы, может, встречаетесь нечасто, но эти встречи очень ценные, потому что они вас вдохновляют, наполняют какой-то энергией, наводят на какие-то инсайты, и вы чувствуете себя заряженным, как хорошая батарейка. На уровне 8-10 это встреча с единомышленниками, это вам дает возможность просто искрить божественным светом, быть лучом света, освещать всем дорогу, вы легко вовлекаете людей, вы становитесь как бы лидером, который ведет всех за собой, то есть энергетика здесь самая максимальная. Итак, кризис в сфере друзья и окружение на уровне 8-10. Проверяются ваши возможности. Вы можете реализовывать проект совместно, то, что вы задумали. Даже если проект будет реализован не так, как вы хотели, это уже не важно. Главное, что вы реализовали его с теми людьми. Вы попробовали приблизиться к своей мечте. Вы сделали то, что когда-то очень-очень хотели. Возможно, это не с первой попытки, а с нескольких попыток вы достигнете того, что вы планировали. Вы будете чувствовать глубокое удовлетворение. Поэтому кризис в сфере друзья и окружения на уровне 8-10 это очень полезно, потому что вы здесь набираетесь опыта, и этот опыт укрепляет вашу внутреннюю силу. Если ваши отношения с друзьями, знакомыми, родственниками находятся на уровне 4-8, то есть вы больше отдыхаете, чем совместно что-то делаете, вам нужно выбрать приоритет. Приоритет должен быть баланс отдыха и чего-то полезного, нужного обществу или друзьям, родственникам. Чаще всего бывает, что вы, наверное,
в силу своего внутреннего характера делаете для друзей, родственников что-то полезное, не для себя, ну, это так они видят вашу миссию, что вы им помогали, а взамен как бы ничего не дают. После того, как вы это все для себя проанализируете, то есть нужно как бы понимать, вы не можете менять людей, не меняя себя. Вот если вы меняете себя, таким образом вы можете менять людей, потому что, поняв, сколько сил вы потратили на изменение себя, вы можете понять, насколько нелегко или нелегко за короткий промежуток времени оказать влияние на людей. Для того, чтобы показывать влияние на людей, нужно обладать глубокой внутренней силой и системой ценностей, которые эти люди, скажем так, мгновенно перенимают. Если у вас нет какой-то сложившейся системы ценностей, которую вы можете озвучить, влиять на людей, вам будет как бы чрезвычайно сложно. Это будет для вас большая затрата физических сил, нравственных сил, эмоциональных сил, но пока вы не поймете, как это можно делать, допустим, используя колесо жизненного баланса или какую-то другую систему, лучше сначала изучите, и про это будет отдельное видео. Если вы находитесь в сфере друзья окружения в состоянии 0 и 4, и вас застиг кризис, здесь есть такая закономерность. Если вы находитесь с друзьями окружения в состоянии 0,4, у вас несколько кризисов настигает одновременно в течение 1 месяца. И этому есть разумное объяснение. Почему? Потому что в состоянии 0,4, когда вы не можете принять решение, у вас внутри много сомнений, не только своих и сомнений ваших друзей, родственников, вы оказались в гуще этого эмоционального хаоса, вы не принимаете никаких решений, то, естественно, вам нужен не один кризис, а несколько для того, чтобы вы начали принимать какие-то решения. Здесь очень важно вам самим не принимать каких-то решений, пускай друзья, окружение, родственники принимают решения сами. Чаще всего это будет непринятие какого-то решения, нежелание что-то делать, то, что они озвучили, или это просто позиция наблюдателя. Как же поступать в этих состояниях? В состояниях 0,4 вам нужно принять решение, что вам нужно предлагать друзьям, родственникам свою систему ценностей. Другого варианта здесь как бы нет. Либо дистанцироваться от такого общения. Поскольку дистанцироваться от родственников и близких родственников очень тяжело, вам нужно им предлагать свою систему ценностей. Как вы видите картину мира, как вам удобно, чтобы они поступали. Можете сказать, как вам неудобно, если они так поступают. То есть нужно дать какую-то обратную связь, обозначить свои координаты и то расстояние, при котором не нарушаются ваши личные границы. Если вы попали в состояние 4-8 и у вас есть кризис, как правило, этот кризис очень сильный. Почему? Потому что маленькие кризисы в состоянии 4-8 вы легко преодолеваете, а если кризис достаточно сильный, то есть он вас выбивает из колеи, заставляет в этом кризисе ментально проживать 2-3 дня, а то вы целую неделю думаете о том, что произошло, вам нужно просто выбрать приоритет. Когда вы выбираете один приоритет, для вас картина становится понятной. Что вы будете делать сегодня, что вы будете делать завтра, какого эмоционального состояния вы будете добиваться. У вас будет инсайт, что вы сделаете сейчас так, если получите тот результат, который вы ожидаете, будет хорошо, если не получите тот результат, вы путем неоднократных попыток дадите своим друзьям окружения понять, что вам удобен такой стиль общения, вам удобно так, и вообще вы больше хотите не отдыхать, а приносить пользу миру, потому что это ваша внутренняя сущность. Если вы находитесь в состоянии 8-10, то вы проверяете свои возможности, вам важно не скрывать эти возможности, то есть рассказать свою историю успеха, как вы с этим справились. Почему? Потому что те люди, которые каким-то образом услышат вашу историю успеха, возможно, у них возникнет инсайт, и вы поможете этому человеку сделать тот маленький шаг в сторону своей мечты. Не нужно стесняться рассказывать свои истории успеха. Можете свою историю успеха, кстати, оставить в комментариях. Почему? Потому что для кого-то одного человека ваша история успеха будет сакральной, которая в этой истории он увидит себя, свою проблему, свое состояние, он узнает себя, и, послушав вас рассказ, как вы с этим справились, будем считать, что вы еще одного человека
помогли реализовать его мечту. Итак, рассматриваем кризисы в следующей сфере, кризис в сфере здоровья и спорт. Здесь интересна тематика кризиса. Почему? Потому что кризис в сфере здоровья, он заставляет принимать решения, которые вы там не принимали несколько лет. В чем состоит состояние, каковы особенности состояния в сфере здоровья и спорта? Если 0,4, то есть вы пользуетесь ресурсами своего организма, ничего не вкладываете. Так можно охарактеризовать. В состоянии 4,8 вы своему организму даете хорошую нагрузку, организм мобилизует свои тайные силы, как у терминатора включаются там дополнительные источники питания, то есть вы используете организм в сфере высших достижений. То есть так можно делать, то есть использовать организм на пределе. Иногда это даже очень хорошо, но здесь нужно понимать, что если вы это делаете длительное время в течение нескольких дней, без реабилитации, без вклада в здоровье, то есть может получиться резкий надлом. Если в состоянии здоровья вы находитесь на уровне 8-10, то, скорее всего, у вас уже есть внутреннее состояние тренера-наставника, того человека, который может нести идеологию здорового образа жизни. Вам важно здесь именно не скрывать эти достижения, а каким-то образом их пропагандировать в своем близком круге, в дальнем круге, или, используя интернет там, в социальных сетях или на своих страницах, показывать какие-то элементы своего успеха, того, что с вами получились, потому что путь к значительным достижениям, он очень долгий, изнурительный. К этому вы можете идти не один год, но радость вот этой вот победы, когда вы понимаете, что достигли чего-то хорошего, для многих это тоже очень-очень важно, вы источник вдохновения. Итак, рассмотрим кризисы. Как я уже говорил, рассматривать кризисы нужно от верхнего состояния, от уровня 8-10, и постепенно спускаться на 0,4. Почему это нужно делать в сфере здоровья и спорта именно от верхней точки к нижней? Потому что если мы будем идти от нижней точки, то есть состояние 0,4, то есть у нас все плохо, у вас какие-то сомнения, лечиться, не лечиться, заниматься спортом, не заниматься, идти в секцию футбола или заняться легкой атлетикой, может там пойти на плавание, а может на плавание не стоит идти, может проще пойти в отпуск, то есть вы не можете принимать решения. Кризис в сфере здоровья и спорта на уровне 0,4 можно там охарактеризовать ярким примером. У вас заболел зуб, острая боль, и острая боль парализует вообще всю другую деятельность, и вы идете к стоматологу, чтобы с этой резкой болью справиться. Если кому-то не нравится пример про стоматолога, можем привести там пример, допустим, из почек пошли камни. Боль нестерпимая, резкая, и приходится уже решать как-то этот вопрос, хотя самое главное здесь это профилактика. Итак, на уровне 0,4 вам нужно принять решение. Не бойтесь принимать решения в этой сфере здоровья и спорта, потому что здоровье – это то, что принадлежит вам, то, что помогает вам идти по пути профессионального долголетия, личного долголетия. Вы об этом решении никогда не пожалеете. Многие задаются вопросом, какие финансы сюда вкладывать. Здесь, наверное, больше вопрос не финансов, а больше вопрос времени. То есть вам на свое здоровье нужно выделить достаточно времени, чтобы вы почувствовали управляемость этим процессом. Дальше вы должны выбрать приоритет, какой вид восстановления здоровья для вас более важен. Допустим, статические виды спорта, допустим, йога, фридайвинг, либо динамические виды, там, допустим, бег, длинные дистанции или что-то еще. Итак, на состояние 4-8 вам, если кризис возник в сфере здоровья, вам нужно принять решение, то есть готовы ли вы к достижению каких-то показателей выше среднего для вашей весовой категории, для вашего возраста, для той категории спорта, в которой вы находитесь. Начну с последнего. Если вы занимаетесь каким-то видом спорта, условно фридайвингом, вы принимаете решение идти на уровень кандидат мастера спорта, мастер спорта, то вы начинаете тренироваться, и стиль вашей тренировки меняется от любительского в сторону профессионального, потому что вам важно выступить на соревнованиях. Соревнования – это дополнительный стресс, и становятся важны нюансы
вашей экипировки, вашего вида тренировок, тренера, наставника. Ну, то есть нужно потянуть общее состояние здоровья. Если мы находимся на уровне 0,4, я часто к нему возвращаюсь, но нужно как бы понимать, что более половины людей, которые смотрят это видео, находятся в сфере здоровья и спорта на состоянии 0,4. То есть эта сфера заброшена, тянемся на ресурсы здоровья, которые нам дано от папы, мамы или от природы, но никакого вклада как бы не делаем. Забегая вперед, как бы сразу скажу, что состояние 0,4 это всегда означает, что вы недостаточно вкладываете время в это состояние, и даже если вложив много времени или какой-то дополнительной помощи, вы не принимаете решение. Вот, как бы все. На уровне 4-8 вы уже приняли решение, у вас важен выбор результатов, которые вы хотите достичь. То есть, допустим, вы ходите в спортзал, потому что это хорошее настроение, или вы ходите в спортзал, чтобы достигнуть какого-то показателя, то есть чувствовать себя хорошо или показать какой-то спортивный результат. На уровне 8-10 вы обладаете не только практическими навыками, а обладаете именно вот тем вдохновением, которое очень важно, когда человек понял все нюансы спорта и своего здоровья. Так можно это охарактеризовать. Теперь давайте посмотрим, как между собой связанные как бы сферы. Итак, первая сфера базовая, я уже в предыдущем видео как бы говорил, это у нас отношения, семья, здоровье и спорт, деньги, духовный рост и творчество. Это первый уровень приоритетов, где все свое состояние нужно выводить, прилагая усилия на уровень хотя бы 4-8. Если одна из этих 4 сфер, отношения и семья, здоровье и спорт, деньги и духовный рост и творчество, будет на уровне 0,4, оно будет тянуть как бы смежные или диагональные сферы назад, и примерно через год, 2-3 вы почувствуете, что все начинает как бы по кругу рушиться. Но это легче рассмотреть на примере денег, да. То есть сначала мы теряем изобилие, потом мы теряем дополнительный доход, потом мы теряем постоянный доход, и потеряв постоянный доход, мы начинаем как бы получать кризис в сфере отношения и семья, это испытание для вашей семьи. Потом по кругу вы начинаете понимать, когда заканчиваются деньги, что здоровье и спорт тоже выпадают. За здоровье и спорт падает понимание духовных ценностей, которые вы для себя выбрали, как бы круг замкнулся, все падает на уровень 0,4. Давайте не будем о печальном, давайте рассмотрим следующую сферу, второстепенную, это яркость жизни, друзья и окружение, личностный рост, карьера и бизнес. Первая и самая важная из второстепенных сфер – это яркость жизни. Насколько вы счастливы, имея то, что у вас есть, насколько вы завидуете тому, что есть как бы у других, вы должны как бы эту сферу очень тщательно проанализировать, поэтому будет выпущено по этой сфере отдельное видео, где я постараюсь в деталях объяснить, что такое как бы яркость жизни. Сфера, друзья, и окружение является второстепенной. Почему? Потому что родственники, дальние, близкие, они связаны с нами в силу обстоятельств, что мы так родились. Друзья, единомышленники, они получаются тогда, когда мы что-то делаем полезное для этого мира. Следующая сфера личностного роста, она по диагонали связана с яркостью жизни, она рассказывает нам о тех потенциальных возможностях, которые есть в нашем распоряжении. Это личностный рост, или обучение в профессиональной деятельности, это, грубо говоря, увеличение кругозора, чтобы вы понимали возможности этого мира, которые вы можете использовать, которые можете наслаждаться. Как бы расширение кругозора – это всегда полезно. Следующая сфера – это карьера и бизнес, она второстепенная. Для тех, кто в возрасте 60-70 лет, они со мной согласятся, что когда весь запал творческий от работы уже далеко-далеко позади, у вас впереди как бы другие ценности, а вот для возраста 20-30 лет важно, как бы погружаясь в работу и в построение своей карьеры, не забывать о других аспектах вашей жизни, чтобы ваша жизнь как бы сияла всеми яркими красками. Итак, возвращаемся в сферу личностного роста, сферу обучения. Какие кризисы там есть? Итак,
опять повторяемся. Состояние в сфере обучения, если вы рассматриваете на уровне 0,4, это состояние непринятого решения о том, обучаться регулярно или обучаться спонтанно. Чаще всего вас будут привлекать в состоянии 0,4 спонтанное объявление о том, чтобы пройти какой-то курс. Это вы с кем-то едете, чтобы было интересно со своими друзьями и знакомить на какой-то курс, без тонкого погружения в детали. Это ваши непринятые решения о монетизации этих знаний. То есть монетизация – это о том, как это будет полезно лично для вас. На уровне 4.8 вы уже понимаете, как делать полезным ваши знания. Для тех, кто занимается преподавательской деятельностью, там все чрезвычайно понятно. Вы получили какие-то новые знания, вы попробовали их на практике, получилось, пришли клиенты. Вы реально понимаете, что все деньги, которые вы потратили, и время окупилось хорошо. Для тех, кто работает в динамической сфере, где знания ежегодно обновляются, допустим, программирование или какие-то другие направления, обучение нужно проходить регулярно, потому что нужно быть в тренде, то есть развиваться вместе с сектором или сферой. На уровне 8-10 вы выбрали то, что вам действительно интересно. Вы здесь достигаете очень больших высот, вы понимаете нюансы теории, и эту теорию очень часто применяете на практике. Вот разница состояния 8-10, вы то, что получили на теории, на обучении, очень легко применяете на практике, и у вас это очень-очень хорошо получается. На уровне 4-8 получается баланс такой. Теории у вас достаточно, но реального практического применения вы не видите или вам еще не предоставилась такая возможность. Здесь очень важно выбрать приоритет. Или дальше наращивать теоретические знания, или попробовать себя в сфере практического применения той теории, которую вы получаете. И вот здесь приоритет, если сместился в сторону теории, это тоже хорошо. Приоритет сместился в сторону практики, и здесь вам нужно для себя принять решение. То есть вы перейдете на уровень 8-10, становитесь экспертом в этой области или экспертом в сфере практики, или вы будете ждать того случая, того ментального скачка, когда допустим, вы 3-4 года обучались, потом на 4-й год и у вас на теории все легко получается. Для профессий, где вы заняты руками, вот здесь переход состояния 4-8 до уровня 8-10, это примерно где-то около 5 лет, или многие говорят, необходимо 10 тысяч часов необходимой практики, чтобы получить уверенные навыки. Итак, кризисы в сфере личностного роста. Итак, если вы состояние оцените на 0,4, кризис вас будет подталкивать принимать решения. Чаще всего в состоянии 0,4 вам будет нравиться обучение, совмещенное с яркостью жизни. То есть ненавязчивое обучение в сфере отдыха, такой релакс с познанием чего-то полезного, ненавязчивого, ретриты условно. Вы должны понимать, что если вы так будете использовать свои возможности в сфере личностного роста, то у вас баланс между яркостью жизни, он сместится в сторону развлечения, то есть вы будете не задействовать свои внутренние возможности, которые будут подавлены, они будут вылезать в сферу разочарования в личных отношениях и семьи. Почему? Потому что вы пресыщаетесь здесь через личностный рост наслаждение жизнью, как много-много сахара совмещено с отношениями, то есть вам нужно очень-очень какие-то яркие события, чтобы вы чувствовали себя счастливым не только в жизни, но и в семье, потому что семья и отношения – это чаще всего рутина, но она осмысленная, она дает внутреннюю опору, а бесконечное развлечение, оно противоречит миссии быть полезным не только себе, но и обществу. Итак, кризис состояния 4-8, я уже говорил, это вам нужен приоритет. Либо вы хотите получать теоретические знания, либо вы уже созрели и готовы к практическим навыкам.
Это требует некоторой внутренней работы над собой, для того, чтобы вы разобрались, вот у вас хорошо получается вот это, вам не хватает теоретических знаний, или у теоретических знаний у вас, наоборот, избыток, и вы хотели бы вот попробовать. Здесь без попробовать ничего не получается, потому что попробовав, допустим, хобби, творчество или какие-то профессиональные новые навыки, вы для себя начинаете понимать, что вот это вот идет легко, реализация или освоение, а это идет как-то не очень. Но то, что вы проделали такую работу, это делает вас лучше, вы начинаете понимать нюансы, и переход кризис, который как бы произошел в сфере 0.4, он неизбежно вас толкает в состояние 4.8. Вот в сфере обучения кризисы, они очень-очень полезны, но если вы реально понимаете, что у вас настиг профессиональный кризис, когда вам нужно менять работу, вам нужно смещаться в сторону практических знаний. То есть теорию вы получили, вы понимаете, что для вас это возможно, и вам нужно сосредоточиться на практике. По опыту застревания здесь в сфере 0.4 происходит более чем у 50% людей, состояние 4-8, это процентов 40 людей, и люди в сфере личностного роста, то есть, грубо говоря, те энтузиасты, которые пропагандируют какие-то знания, это 5-10%, и то их нужно найти. Но если вы с этими людьми рядом находитесь, вы будете чувствовать неимоверный прилив энергии. Итак, рассматриваем кризис в сфере деньги. Деньги – это очень интересная сфера, она очень тесно связана с отношениями и семьи. Я еще раз повторю тезис, что если у вас очень хорошо выстроены отношения, а еще лучше, если у вас есть семья, деньги зарабатываются очень-очень легко. Потому что деньги можно рассмотреть сквозь состояние. Состояние в сфере денег 0.4 – это у вас есть постоянный, регулярный или редкий доход. Состояние в сфере денег 4-8 у вас есть дополнительный доход. И состояние 8-10 деньги к вам сами приходят, вы являетесь распорядителями денег, то у вас получается избыточное богатство. Итак, сейчас давайте смотря эти видео, для себя решите, ваше состояние 8-10, деньги к вам идут рекой, избыточные, люди вам доверяют, деньги спрашивают ваши советы. Если вы отвечаете «да», я вас поздравляю, у вас состояние оценивается на уровне 8-10. Если у вас имеется, кроме постоянного регулярного дохода, допустим, работа, еще дополнительный доход, ваше состояние 4-8. Здесь для вас нужно принять решение, вы переходите на следующий уровень, то есть умело вкладываете эти деньги, либо те деньги, которые являются для вас дополнительным доходом, будут от вас истекать, то есть вы не в состоянии их удержать. Вот именно состояние 4-8 – это чувство такое, что вы имеете постоянный доход, дополнительный доход, а деньги у вас не накапливаются. То есть вы их по каким-то причинам не тратите на свои мечты, планы, не делаете какую-то финансовую подушку безопасности, то есть это такое просто накопление денег без инвестирования. На уровне 8-10 происходит первый опыт инвестирования, как правило, он всегда не очень удачный, но этот опыт очень-очень ценный, потому что вы понимаете механику денег, механику инвестиций, и самое главное, вы понимаете механику возврата этих инвестиций. Итак, состояние 0.4, те, кто работает наемным сотрудником, я вас поздравляю, у вас есть регулярный доход, которые зависят от вашего продвижения по карьерной лестнице. Я буду очень рад, что если вы попали в хорошую компанию и работа вам очень нравится. Кстати, кто где работает, напишите в комментариях. Давайте рассмотрим кризисы. Итак, кризис состояния 0.4 в сфере денег. Это все кризисы в работе. Кризисы в работе заставляют вас принимать решение пойти по пути карьерного роста или попытаться не рисковать. Не рисковать – это тоже решение, но вас постоянно мучают сомнения. То есть оставаться в этой компании, оставаться в этой должности или попробовать новые возможности. Кризисы, как правило, здесь межличностные, связанные с тем, что у вас наступает сомнения от того, что правильно ли вы выбрали профессию, или вы выбрали профессию, где люди слишком эксплуатируют ваши профессиональные знания, либо вы на своей работе делаете чуть-чуть больше, чем было договорено при собеседовании на работу. Вам здесь нужно принять решение,
или получить дополнительные теоретические знания практические, попробовать другую сферу, или в семье выстроить как бы другие приоритеты, и главное здесь договориться. Вот кризис в деньгах на уровне 0,4 всегда в отношении и семью несет напряжение. Почему? Потому что, допустим, супруг или там любимый человек, он всегда должен для себя понимать, он рассчитывает на своего партнера, ну, на его доход, он для него понятен, или вот это сомнение в своем личном доходе несет в отношении сомнения, а будут ли меня любить, будут ли меня оценить, потому что я не имею работы, не имею дополнительного дохода. Ответ здесь очевиден: вас будут любить, потому что вас любят не за то, что у вас деньги, а вас любят за то, что верят в ваши возможности и видят в вас совершенно другие ценности. Итак, кризис на уровне 4,8 в деньгах и в сфере отношений, он перекликается. То есть возникает дополнительный доход, и нужно вместе с любимым человеком принять решение, как будем распоряжаться этими деньгами. То есть два супруга, два любимых человека зарабатывают одинаково много. Один стал зарабатывать больше. Что делать с этими деньгами? Куда инвестировать? Построить дом, купить квартиру, начать собственное дело. Это всегда нужно просчитывать, обсуждать, исходя из того, хочет человек, там, ваш любимый, этим заниматься, или нужно принять решение, что это должен быть пассивный бизнес. Как ни странно, если состояние у вас на 4-8, вот здесь вот всегда нужно выбрать приоритеты. Если выбирать по диагонали отношения, семья или деньги, всегда лучше, если вы не хотите принимать никаких решений, лучше принимать приоритет как бы семья, потому что, оставшись с деньгами, но без семьи, без отношений, вы приобретаете как бы другое состояние. Вам опять нужно здесь в этом секторе начинать с уровня 0,4, то есть любые отношения, они не строятся сразу на уровне 8-10, они строятся на уровне 0,4. И имея как бы деньги, у вас приоритет или строить семью, или как бы заниматься деньгами. Но здесь вы всегда после кризиса, после того, как вы ушли из отношений, вы всегда начинаете с уровня 0,4. То есть вы живете гражданским браком, не доверяете человеку, и, наверное, не будете никогда доверять человеку, потому что вы не доверяете и самому себе. Кризис в деньгах, он проверяет очень многие семьи на прочность, ну, так же, как и сферу друзей и окружения. Итак, как поступить, что делать, если у вас состояние 4,8 и кризис в деньгах у вас как бы настал? Кто смотрел предыдущие видео, ответ очевиден: вам нужно больше знаний. Знания находятся в сфере личностного роста. Поэтому в нашем колесе жизненного баланса все, как в таблице Менделеева, все взаимосвязано. Если наступил кризис, откатываемся на сферу назад, и здесь ищем как бы свой очевидный ответ. Итак, кризис в сфере денег решается обучением, но, получив теоретические знания по инвестициям, вам нужно попробовать, то есть не нужно бояться терять деньги, ну, как бы не все деньги сразу, не нужно здесь играть в азарт, вот, пробовать инвестировать, пробовать управлять этими деньгами, понять для себя два вида бизнеса. Тот бизнес, который легко управляется, он, как правило, строится долго, либо бизнес, который легко управляется, там, как правило, доходность не очень большая. Итак, если вы в сфере денег находитесь в состоянии 8-10, вы управляете чужими деньгами, вам приходят как бы большие деньги. Для чего нужен этот кризис? Кризис проверяет как бы ваши возможности, проверяет вашу систему как бы ценностей. Система ваших ценностей всегда связана с вашими долгосрочными планами. То есть, если вы хотите понять человека, особенно в сфере денег, спросите его про долгосрочные планы. Как правило, долгосрочные планы дают вам яркий инсайт, вот какая система ценностей есть у этого человека. То есть, если система ценностей у человека как бы четкая, простроенная, то есть он легко управляет там теми возможностями для достижения этих целей, ну, перед вами предсказуемый человек. Если человек до конца четко не может вам объяснить, какие у него планы, как он собирается их достигать, ну, наверное, у него не хватает знаний, и второе, у него не хватает практики. Переходим к кризису в следующей сфере карьеры и бизнес. Кризис в сфере карьеры и бизнеса часто распространенный, и здесь проверяются ваши друзья и окружение. Самая напряженная диагональ после сферы отношения, семья и деньги – это друзья и окружение. Ну, это примерно как вот стальные канаты, натянутые, которые постоянно находятся в движении.
Итак, кризис в сфере карьера и бизнес. 0,4 у вас есть карьера, вы работаете на одной работе, у вас нет никакого совмещения, вы не такой ценный специалист, то есть ваше состояние 0,4. Вас как эксперта знают только в узком кругу лиц, вы неизвестны даже за пределами своего города. Если вы оцениваете карьеру и бизнес на уровне 4-8, у вас имеется дополнительный доход, скорее всего, вы работаете на нескольких работах, ваша экспертность ценится, вам предлагают гораздо большие деньги на регулярной основе. Почему? Потому что вы тот профессионал, которому фактически нет замены. Как правило, эксперты на уровне 4-8 в карьере, они ценятся за пределами своего города. Здесь самый яркий пример – это медицина, то есть врач, который достиг реальных практических результатов в одной сфере, о нем там сарафанное радио быстро разносит и информацию, и он востребован там в одной клинике, во второй клинике, его приглашают в другие города, потому что его миссия решать, те задачи, которые другой не смог или не захотел. Если в карьере и бизнес ваше состояние 8-10, это легко проверить, у вас появляется дополнительный доход, то есть вы наемный сотрудник в одном месте, допустим, преподаватель в другом месте, у вас есть какой-то пассивный доход, вы являетесь экспертом, у вас есть какая-то система профессиональных ценностей, вы можете открыть новое направление, изучить какие-то возможности, которые будут перспективны там 8-10, то есть 8-10 лет вперед. То есть вы эксперт, новатор, тот человек, который кардинально меняет свою сферу, и эти люди, как правило, известны за пределами своей страны, своего континента, условно. 8 – это вы известны на уровне своей страны, 9 – это уровень на уровне континента, и 10 – вы там всемирный эксперт, мнению которого прислушивается, тот, который умеет делать долгосрочные прогнозы, тот, кто хороший аналитик, тот, кто реально понимает, что может произойти и не произойти. То есть такие люди на вес золота в сфере карьера и бизнес. Итак, кризисы зачем здесь нужны и стоит ли на них обращать внимание? На уровне 8-10 кризис проверяет вашу профессиональную способность к аналитике, насколько вы легко и точно можете прогнозировать эти кризисы, то есть когда что-то, что такое кризис? Это когда что-то идет не по плану, не согласно вашим ожиданиям. И потому что, как правило, подготовленных людей кризис не заставляет врасплох, а неподготовленных заставляет врасплох, потому что они не были готовы, потому что думали, что они везунчики, если так образно говорить. Кризис на уровне 8-10 – это проверка ваших возможностей, чаще всего теоретических. К хорошей теории всегда должен быть детальный план, как это сделать, который совпадает с возможностями исполнителей. То есть, если исполнители не обладают профессиональной квалификацией, лучше придумать план попроще, чтобы он сработал, чтобы цели были достигнуты. На уровне 4-8 это, как правило, кризис отрасли. Если кризиса отрасли нет, это кризис ваших знаний и практической подготовки. На уровне 0,4 это кризис, который заставляет вас принять решение о смене отрасли, о смене специализации, либо, грубо говоря, чаще всего, пробка попадает в воду, возник кризис, вам нужно резко пойти вверх и верить в то, что у вас получится. То есть кризис – это всегда возможность. Как кризис в сфере бизнеса относится к друзья и окружению? Давайте уже рассуждать так. Ваши отношения, друзья и окружение находятся на уровне 0,4, и вы в карьере и в бизнесе находитесь на 0,4. Два нестабильных состояния, они как два переливающихся сосуда будут вас наполнять сомнением, правильно ли у вас друзья, то ли говорили родственники, верят ли вас друзья и ваше окружение, вашу профессиональную карьеру, ваши финансовые возможности. Либо это просто сомнения, которые перетекают отсюда сюда. По опыту могу вам сразу сказать, что друзья и окружение – это сфера, которая наполнена сомнением. Сомнения перетекают семья и окружение, сомнения перетекают здоровье, и сомнения
перетекает в сферу карьеры и бизнеса. Поэтому очень важно выбирать друзей, которых вас поддерживают, вдохновляют, а количество друзей, родственников и знакомых, которые в вас сомневаются, что у вас будет хорошо, их нужно как бы минимизировать или дистанцироваться от них. Итак, 0.4. Нужно принимать решения. Принимать решения здесь нужно как бы следующим образом. Вы получили кризис. Что такое кризис в сфере карьеры? Это вам нужно принять решение, что делать. Дальше идти на работу, стиснув зубы. Или просто понять, кто вам помог в этой ситуации, или кому вы можете обратиться. Вот здесь вот как бы на уровне 0.4 вам в первую очередь нужно обратиться к своим друзьям и окружению. Если у вас заварена еще сфера личностного роста, то лучше вам выбрать какой-то профессиональный курс, набраться необходимых знаний, как другие люди решали те проблемы, с которыми вы реально столкнулись. Вот так и формулируется правильный запрос на обучение. Как другие люди справились с той ситуацией, в которую ты попал или ты попала, где-то так. Вот. Если вы будете спрашивать у друзей окружения, как справиться с данным кризисом, то вы получите, наверное, какую-то их личностную эмоциональную характеристику. Я бы тебе помог, очень бы сильно помог, за тебя переживаю, твои проблемы. Не удивляйтесь такому ответу, здесь как бы все просто. Человек на уровне 0.4 полное сомнение, ни сам не дает реализоваться и ни других не хочет видеть как реализованных личностей. Если у вас есть друзья, наполненные уровнем 4.8, они, как правило, предлагают конкретную помощь или говорят, как бы он поступил в данной ситуации, рассказав о всех рисках и тех ситуациях, в которых это может произойти. Они честно говорят, да, я поступил бы так, или я даже не знаю, как ты справился с этой ситуацией. Ситуация очень сложная, не один раз была в ситуацию, держись. Все хорошо, ты справишься, давай только получишься. Итак, кризис на уровне 4.8 – это выбор приоритетов, то есть вы должны для себя в карьере понимать, то есть необходима вам дополнительная теоретическая подготовка, все ли вы использовали из тех возможностей, которые есть в вашем распоряжении, или эта тема не имеет ответа вообще, потому что вы единственный человек, который столкнулись с этой ситуацией. Да, не удивляйтесь. Иногда с некоторой ситуацией вы, даже подготовленный эксперт, хороший практик, можете столкнуться впервые. А может и хорошо, что такой подготовленный человек, как вы, столкнулись с этой ситуацией впервые. Может, вы первый, кто найдет из этой ситуации выход. Найдя выход, обязательно сделайте вклад в сферу личностного роста, дайте выход вашему решению, возможно, оно будет полезно для окружающих. Если кризис у вас находится в сфере 8-10, это проверка ваших возможностей, проверка концептов ведения бизнеса. То есть проверяется всегда два концепта бизнеса. Насколько интегрирован ваш бизнес или насколько ваш бизнес должен быть ближе к классической модели. В классической модели вам нужно укреплять слабые места, которые вы выявили, которые выявило время. Если у вас модель интегрированная, нужно просто больше идти на уступки, на большую интеграцию, понимая, что в краткосрочной перспективе для вас это неудобно, но в дальнейших долгосрочных планах это дает вам какие-то более неоспоримые выгоды. Итак, кризисы в сфере духовного роста и творчества. Итак, миссия сектора духовный рост и творчество – наполнять вашу жизнь теми ценностями, ради которых вы планируете свои достижения. Итак, если у вас ценность семья, любимый человек в сфере духовного роста и творчества, будет все, что будет укреплять вашу семью и отношения. Если в сфере духовного роста и творчества есть направления, которые не укрепляют ваши отношения, сначала через напряжение будет давать вам проблемы на здоровье, потому что это будет невысказанный протест, невысказанное раздражение, непроработанное раздражение, и потом возвращаться в сферу отношения и семья. Но здесь уже вы будете более подготовлены, потому что вы смело расскажете, что ваша система ценностей, ваше здоровье не позволяет вам сохранять эти отношения, и вы падаете автоматически в состояние 0.4, но если разобраться, вам нужно выбирать такие ценности, которые укрепляют ваше здоровье, не противоречат тому обучению, которое вы проходили, то есть
теория, которую мы проходили вам на теоретических курсах, не расскажут ничего плохого, наоборот, расскажут о всех возможностях, которых есть, о всех недостатках, которые есть, о всех рисках. Просто вы тогда на это не обратили внимания, а вот сейчас на практике это происходит. Итак, рассматриваем состояние в сфере духовного роста и творчества, состояние 0,4. У вас большой выбор ценностей, вы хотите объять необъятное, вы там полны сомнений, а буду ли я тот человек, который эти ценности может как бы применять в жизни, или не стоит вступать на эту тропу. Но здесь нужно смотреть на уровень 8-10, ну, как на ориентир, как и в любой сфере. То есть, что такое 8-10 в духовном росте и творчестве? Это человек, который своим хобби занимается длительное время. Это который свое хобби сделал неотъемлемой частью жизни, где он отдыхает, набирается сил, не стесняется своего хобби, и те вещи, которые хобби, ну, если какие-то там поделки или какие-то вещи, которые можно потрогать как бы руками, увидеть, они обладают очень сильной энергетикой. То есть вы чувствуете энергетику, которая нескончаемая, ну, вот как вечный источник энергии. На состоянии 4-8 вы чаще всего ограничены временем, которое хотите выделить на другие сферы, но по каким-то причинам вот свое хобби или творчество каким-то образом ограничиваете. Здесь нужно находить баланс между здоровьем и творчеством. Почему? Потому что ваше настроение очень сильно влияет на ваше здоровье, и вам просто нужно выделить какое-то время в ущерб или там вопреки другим сферам жизни. При правильной организации как бы времени вы через инсайт найдете то понимание, что время, потраченное на ваше хобби и творчество, оно наполняет все сферы, и особенно яркость жизни энергетикой. Яркость жизни наполняет энергетикой ваших семьи отношений. Поэтому духовный рост и творчество – это вот первый ручеек, который наполняет там широкую реку семейного счастья. Вот здесь маленький ручеек, здесь уже как бы река, вот здесь вот целый океан счастья. Итак, кризисы, зачем они нужны в сфере духовного роста и творчества? Итак, кризис на уровне 8-10. Проверяем ваши возможности. Вы достигли в хобби своего как бы вершину профессионального мастерства. Вам нужно как бы поделиться своим хобби, то есть зарядить энергетикой окружающих. А окружающие здесь чаще всего это друзья и бизнес. Вот развитие креативной составляющей, оно для бизнеса очень как бы важно и полезно, потому что вы видите нестандартные шаги решения той задачи, которую другие решить не могут. И яркость жизни у вас другая. Вам требуется меньше времени, чтобы отдохнуть и восстановиться. То есть вы чувствуете себя тем человеком, вот, который через творчество просто обладает как бы неограниченным потенциалом. Кризис в сфере 4-8 очень важно выбрать приоритет, как он выбирается. То есть один раз в год нужно пробовать новое хобби, это посещение каких-то выставок. С другой стороны, через систему личных ценностей вы понимаете, что это, допустим, укрепляет ваши отношения, укрепляет вашу яркость жизни. Если вы даете четкий ответ, что надо попробовать, значит, надо как бы пробовать. Если хобби монетизируется, это может быть как дополнительный бизнес, вы должны как бы понимать, если миссия бизнеса социальная, классная, дарит людям радость, всегда вкладывайте деньги, эти деньги вам как бы вернутся многократно. Итак, если вы в сфере творчества состояние 0,4 и вас застиг кризис, то есть вы накупили что-то, попробовали, а времени как бы не хватает, просто выделите времени, запланируйте, то есть примите решение. В сфере 0,4 всегда нужно принимать решение. Когда вы принимаете решение, вы себе должны отдавать отчет или просто на листочке бумаги напишите. Все, что я задумал, получается не с первого раза, но оно получится, когда я наберусь дополнительного опыта или у меня будут необходимые знания. И вы увидите то, что вы задумали, всегда дается вам с возможностью, что вы это сможете реализовать самостоятельно или с помощью друзей и знакомых.
Итак, яркость жизни, последняя сфера, которую мы будем рассматривать в этом видео, она самая главная, она дает вам общее понимание яркости жизни, то есть насколько вы живете полноценной жизнью. Парадокс заключается в том, что люди, которые там сильно устали на своей работе, которые сделали много-много, они себя чувствуют гораздо более счастливыми. Вот в сфере яркой жизни есть самый важный, это индикатор счастья. Вот давайте рассмотрим состояние на уровне 8-10 в сфере яркой жизни. Это люди, наполненные энергии, которые глаза светятся, излучается внутреннее тепло, даже они не обладают всеми богатствами мира, это просветленные люди, с которыми хочется находиться близко, долго, они никогда не несут ничего плохого, они всегда заряжают вас своим энтузиазмом, святые люди. Уровень 4-8. Это все предсказуемо, вы не беспокоитесь о своем ближайшем будущем, на несколько лет вперед вы понимаете, что вы являетесь источником радости для других людей, чаще всего это семья, и вы этими знаниями легко делитесь. Вот если вы в состоянии 4-8 будете на каком-то курсе, и преподаватель заметит вас, он от вас через ваш вопрос, через вашу какую-то историю, через общение с вами всегда найдет какой-то инсайт для своей лекции, потому что вы тот человек, который дает этому обучению какую-то яркость жизни. Итак, 0,4 – это состояние яркости жизни, которое навязано внешними факторами. Вот если состояние 4,8 – это уже ваш внутренний фактор понимания, что счастье находится внутри вас, состояние 0,4 – это связано с факторами внешними. То есть вас тянет путешествовать, вас тянет посетить какие-то места, и вы понимаете, что еще источник счастья это место, это само движение, смена картинки. Сомнения присутствуют в этой сфере, и вы реально понимаете, я съездил туда, там вроде хорошо, съездил в то место, где не был, и у меня счастья чуть-чуть больше. Это сомнение вас переполняет, вам нужно принять решение, что яркость жизни – это немножко то, что у вас внутри, это ваше внутреннее чувство удовлетворенности самим собой, удовлетворенности того, что вы имеете. То есть, если мы по шкале протянем от уровня 0,4, у вас удовлетворенность минимальная, вы считаете, что другие люди должны удовлетворить вас. А в состоянии 8-10 вы уже заряжаете людей энергетикой. Но здесь же, опять повторюсь, в состоянии 0,4 миссия людей всегда страдать, но все думают, что страдать, я же за себя страдаю. Нет, чаще всего вы страдаете за других. То есть 0,4 – это всегда страдание за других. Присмотритесь к своему ближайшему окружению, чаще всего вы страдаете за них, проживаете их жизнь. В состоянии 8-10 вы наслаждаетесь жизнью. Когда вы наслаждаетесь жизнью и довольны тем, что у вас есть, у вас самый лучший любимый человек, самая лучшая жена, самый лучший муж, это все состояние 8-10. То есть вы довольны тем, что вы имеете. В состоянии 4-8 вы выбираете приоритеты, теоретические или практические, как вы будете счастливы в этой жизни. Итак, рассмотрим кризисы. Зачем нужны кризисы в яркости жизни? Кризисы нужны здесь для того, чтобы как поршень выдавить вас из состояния 0,4 сомнений или ваша ценность, пускай другие сделают меня счастливым, я готов, расслаблен или расслаблена, чаще всего женщины этим страдают. Я уже готова, наполните меня счастьем, дайте мне что-то для счастья еще чуть-чуть, или мне этого чуть-чуть мало, дайте мне еще счастья. То есть эта позиция наполнена сомнениями других людей, кризис всегда вас толкает в сторону принятия решения. Принятие решения заключается в том, что вы здесь через личностный рост понимаете, что жизнь скоротечна, и уже пора задуматься о долголетии, а долголетие зависит от того, как вы будете воспринимать себя и окружающий мир. Если вы будете воспринимать себя и окружающий мир как угрозу и сомнение, вы найдете то, о чем вы мечтаете, во что вы верите. В состоянии 4-8 вы выбираете приоритет, насколько часто радоваться жизни. Радоваться жизни каждый день или радоваться жизни один раз в месяц, потому что возник праздник, и это ваш единственный повод для счастья. В состоянии 8-10 вы сами являетесь источником радости для себя, и вы инициатор. То есть
ничто в этом мире не может испортить вам как бы праздник жизни. Поэтому кризис здесь в состоянии 4,8 говорит о том, что вы там... Ну, здесь очень легко взять промежуток времени возраст. То есть, чем ближе вы к возрасту там, 50, 60, 70 лет, тем вы реально начинаете понимать, что лучше старость встретить счастливым человеком, чем вечным нытиком. Вот нытиком в возрасте там, 20-30 лет уже как бы считается нормой. Ну, я не считаю, что так должно быть. У нас гораздо в жизни больше поводов радоваться жизнями и осознанно выбирать как бы счастье. Итак, кризис состояния 4,8 – это выбор приоритетов, насколько часто радоваться жизни. Если мы посмотрим сферу, что семья, отношения, вам нужно радоваться тому человеку, который рядом с вами ежедневно, вы вытесняете таким образом сомнения из вашей жизни, вы ищете поводов для того, чтобы ваши отношения были счастливы. Если вы яркая жизнь 4,8 выдвигаете в духовный рост и творчество, вы реально начинаете понимать то, что вы думаете, то, что вы делаете, вы сами создаете радость для себя, окружающих и наполняете этим мир, то, что вы считаете как бы своей ценностью. Итак, в этом видео я вам рассказал о кризисах в каждой сфере. Они между собой взаимосвязаны. О кризисах я рассказал так, чтобы вы могли принять решение, как вы, даже имея то, что сейчас имеете, можете стать счастливыми, успешно справиться с кризисами. Если у вас есть какие-то инсайты, как преодолеть кризис, или у вас есть ваша история успеха, как вы преодолели кризис, пишите в комментариях. Будем вам признательны. Сейчас всем желаю хорошего дня. Верю в вашу мечту. Верю, что у вас все получится. Всего доброго.